Осень– это не только пора листопада и прихода холодов. Есть немало растений, цветущих даже поздней осенью. Но сегодня речь пойдет об очень эффектном и пока еще редком многолетнике, который удивит вас своей необычной красотой и простотой в уходе. Его цветение завораживает взгляд и радует буйством своих белых соцветий, даже в такой холодный сезон. Те, кто еще о нем не знает, знакомьтесь. Это астра вересковая или вересковидная. Многие садоводы привыкли считать астры как невысокие однолетние цветы или более крупные и объемные многолетние кустарники. У этой культуры есть очень много декоративных видов и сортов, цветы которых имеют отличия в окраске и форме. Но вересковая астра сильно отличается от всех своих более известных сородичей. Она необычна не только своим эффектным цветением и видом соцветий, но и раскидистой почвопокровной кроной. Такое растение идеально для декорирования пустующих мест в саду. Если вам необходимо занять оголенный участок, этот вид подойдет как раз кстати. Но стоит учесть, что почвопокровная астра со временем довольно сильно разрастается и способна укрыть своими побегами площадь около 1 квадратного метра. Не стоит рядом с ней высаживать более скромные и низкорослые растения, так как астра их может собой накрыть или вытеснить. Ее побеги сильно ветвятся и разрастаются в разные стороны. Кусты имеют густую, стелющуюся крону, под которой не станут расти даже сорняки. Этот мелкоцветковый вид многим схож с вересковыми растениями, за что и получил свое название. Цветки мелкие, около 1 см в диаметре. Но когда астра входит в массовое цветение, ее кусты скорее напоминают белую морскую пену или снежную лавину, хотя среди этого вида есть сорта не только с белыми соцветиями. Есть гибридные формы с лиловыми, голубыми и розовыми цветками. Цветок обычной вересковой астры имеет коричнево-желтый центр и узкие мелкие лепестки, окрашенные в белые или кремовые тона. Побеги сильно разветвленные и густооблиственные, за счет чего кусты выглядят пышными даже без наличия цветов. Удивляют и сроки цветения этого вида. Вересковая астра– это настоящее осеннее чудо, способное преобразить осенний ландшафт до неузнаваемости. Цветение длится в то время, когда сад уже отдыхает, то есть в сентябре-ноябре. Декоративные свойства этого растения позволяют его выгодно применять в самых разных местах. Например, с его помощью можно скрыть старые пни, бетонные плиты, задекорировать оголенные склоны и подпорные стенки. Этот вид будет красиво смотреться в ракариях и на обширных альпийских горках. Только при посадке надо обязательно учитывать габариты куста. Разветвленные ветви почвопокровной астры со временем достигают длины более метра, густо укрывая все, что находится на земле. Этому многолетнему виду потребуется много свободного места. На маленьком участке или в тени его нет смысла сажать. Чтобы увидеть обилие ароматных соцветий, предоставьте растению самое солнечное расположение. Чем старше куст, тем эффектнее он цветет. Некоторые садоводы, особенно северных регионов, жалуются, что их вересковая астра не успевает показать себя во всей своей красе. Наверное, в садах с ранним приходом зимы это растение нет смысла сажать. В лучшем случае вы увидите его густую зеленую крону, похожую на почвопокровный можжевельник, и множество белых нераскрытых бутонов. Хотя этот вид совершенно не страдает от первых заморозков и выглядит декоративно даже при морозе -6 градусов. Вересковидную астру также можно выращивать в контейнере, как ампельное растение. Данный вид астры обладает редкой неприхотливостью и высокой зимостойкостью. Кусты переносят морозы до -35 градусов, причем без укрытия. Но есть одно «но». Их нельзя высаживать в низинах и подтопляемых местах. Именно от чрезмерного переувлажнения, особенно в холодный период, корни этого почвопокровника могут сильно пострадать. По устойчивости к болезням и вредителям вересковая астра довольно неприхотливая, но в сырых и тенистых местах она может поражаться мучнистой росой и серой гнилью. Зато она относится к засухоустойчивым растениям. Приспосабливается расти даже на скудных почвах и без своевременного полива. Особо питательный грунт этому виду не нужен.
Но при посадке в землю стоит внести дренаж, хотя бы в виде речного песка. Какого-то специального или сложного ухода этому многолетнику тоже не требуется. Однако стоит следить за его скоростью роста и при необходимости лишнюю длину побегов состригать. А вот удалять надземную часть на зиму у этой астры не надо. Куст должен уйти в зиму с побегами и листвой. Конечно, его травянистые части не перезимуют. Как правило, их удаляют ранней весной. Прелесть этого вида не только в его необычном и позднем цветении. При всей своей неприхотливости эта астра способна разрастаться эффектным густым ковром. Ее густоветвистые побеги вытягиваются в разные стороны и образуют плотное покрытие радиусом более метра. Такая стелющаяся форма не даст возможности прорастать сорнякам. Садоводам, у которых есть обширные пустующие участки, горки, свободные поляны и голые склоны, это растение поможет решить сразу несколько задач. Красиво их задекорировать и избавиться от сорной травы. Такими качествами вересковидные асры часто пользуются ландшафтные дизайнеры. Очень эффектно это растение выглядит в виде роскошных каскадов на возвышенностях, каменистых горках и склонах. Его многочисленные соцветия создают впечатление цветущих фонтанов или снежной лавины. Высота почвопокровных побегов может достигать более 20 сантиметров и во многом зависит от сорта. Есть совсем низкорослые и более высокие представители с объемной формой кустов. Кроме пышной пены многочисленных мелких соцветий, вересковая астра радует своим приятным ароматом. Подобных цветущих многолетников с необычной стелющейся кроной и ароматными цветками в виде миниатюрных звездочек в осеннем саду сложно найти. Вересковая астра – это яркая фаворитка осеннего сада. Если вы захотите приобрести это растение, подберите ему просторное и солнечное место. Посадку лучше проводить в весеннее время. Хотя саженцы, выращенные в контейнерах, можно высаживать в любой сезон, кроме зимы. Слишком тяжелая или болотистая почва этой астре не подойдет. Часто поливать саженец после посадки, как, например, мы поливаем хвойные культуры, не понадобится, а вот мульчирование основания куста будет не лишним. Для обильного цветения растение необходимо подкармливать не менее 3 раз за сезон, то есть в период его вегетации, образования бутонов и во время цветения. Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения для цветущих культур. Размножают астру несколькими способами. Ее можно было бы посеять, однако в садах средней полосы семена не успевают вызревать. Кусты проще размножить делением или черенкованием. Делить лучше взрослые растения весной. Черенкование проводят с мая весь теплый сезон. Это чудесное растение украсит ваш сад в унылую холодную пору, наполнит его своим приятным ароматом и скрасит осенние дни. Вересковидная астра будет цвести до поздней осени, когда все остальные цветы уже отцветут. Хотя сроки цветения будут во многом зависеть от места посадки и региона выращивания. Есть также гибриды, которые раскрывают свои первые бутоны уже в конце августа и цветут не менее 2 месяцев. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением об этом растении. Большое спасибо за ваши лайки, советы и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду!